Всем привет! Сегодня не такой солнечный день, но несмотря на это, сегодня отправлюсь в Аланию, покажу вам немножко местных достопримечательностей. Ну а сейчас, как всегда, я иду на автобус, потом делаю пересадку на трамвай и уже оказываюсь на местном автовокзале. По ощущениям сейчас градусов где-то 25, немножко дует ветер. Очень, в принципе, свежо, хорошо. К сожалению, нет солнца и, возможно, осадки. Очень надеюсь, что в целом с погодой повезет и будет вполне комфортно и приятно. Да, конечно, все эти пересадки немного напрягают, но никуда от этого не денешься, когда живешь, можно сказать, в глубине, да, Анталии. Двигаюсь сейчас в сторону остановки на трамвай. Все, наверное, знают эту улицу. Иду сейчас от Марк-Анталии, и если идти в противоположную, можно дойти до старого города по этой же улице, можно сказать, не сворачивая, дойти до старого порта. Так, добрались мы до автовокзала. Вот так вот он выглядит. Единственный автовокзал в Анталии. Смущают эти тучки на горизонте. Ну, надеюсь, дождя не будет. Сейчас, в общем, заходим, покупаем билеты и мчим. А вот так все выглядит внутри. И, кстати, да, туалет здесь платный. Первый раз видел, что в общественном туалете кто-то брился. Это же вообще трэш. Куча народу, все грязно. И какой-то мужик бреется. Это, кстати, наши билеты. Сверху места, а внизу номер перрона. Очень интересно, да? Стоит одна поездка в одну сторону 150 лир. Ну и, соответственно, обратно стоит столько же. Ехать около где-то 2 часов. Итак, автобус уже подошел. Вот так он выглядит. В принципе, довольно-таки неплохой, свеженький. Идет он, я так понял, проездом через Аланию. Так что сейчас будет быстрый обзор. Так, быстрый обзор автобуса. Здесь такая вот подножка, или как ее можно еще назвать, подставка под ног. Удобные достаточно ручки с обоих сторон. Конечно же, столик тугой достаточно. Крючочек, что-нибудь вешать. В принципе, достаточно удобно и хорошо. Алания встречает вот такой вот погодой. Небольшой дождик. Ну что, с погодой нам не очень повезло. Но знаете, с чем повезло? С тем, что у меня есть вы.
Поэтому хочу попросить подписаться на канал, поставить лайк этому видео. Ну и также у меня есть Telegram и Instagram. Не забудьте подписаться. Так, сейчас в кафешке. Вот такая штука, 178 лир. Тут и картоха фри, и соусы, и даже помидорки. Луковые кольца. И вот такой дюрюм. Сейчас будем пробовать. Картофель, кстати, очень вкусная. Прямо не хуже маковской в России. Ну, дюрюмчик тоже залетает. Очень вкусно. Ну что, так выглядит кафешка. Очень вкусно, мне понравилось, советую. К сожалению, сейчас особо нет времени говорить про еду, насколько она вкусная, но это было классно. Вот, собственно, продолжаем путь в сторону порта. Там нас ждет корабль, и сегодня как раз мы отправимся в море. Все вам покажу, засниму. Вот. Хотелось бы, конечно, еще посетить крепость Алании, но вы, наверное, уже 1000 раз ее видели, поэтому нет смысла ее снимать и вам показывать вновь и вновь. Вот. А пляжа Клеопатра, в принципе, я сейчас к нему как раз направляюсь, я вам обязательно покажу. Так, погодка вроде наладилась. Вот он, тот самый пляж Клеопатра. Сегодня, как вы уже поняли, немножко пасмурно, а дальше пляж Дамлатаж. Ну и гора, на которой находится крепость. На горизонте, конечно, тучки, но видны немножечко просветы, пробелы. Был я в Алании первый раз весной. И, честно говоря, особо что никогда не тянуло. Потому что, не знаю, может быть, из-за того, что у меня стереотип такой был. Здесь все русскоязычные люди обычно едут именно в Аланию. Но когда я сюда приехал, мне очень понравилось. На самом деле, очень такой уютный, атмосферный город. Очень чем-то напоминает Али-Денис своей красотой, своими вот этими горами. То, что здесь параглайдеры летают. Они обычно со стороны горы, то есть где-то там. Ну, сейчас, конечно же, их нет, потому что плохая погода. В принципе, виды очень красивые с этой крепости, с этой горы. Но сегодня, как я уже сказал, что мы не пойдем. Вот, и тем более время уже сейчас нет особо. У нас запланирован корабль в определенное время, на который мы уже немножко даже опаздываем. Интересно, здесь лавочки, скамейки. Это с времен ковида. Ой, здесь нормально, человечески. В принципе, все обустроено очень красиво. Только эти архитектурные штуки не совсем ясно, что это такое. Вообще ключ непонятно. Небольшой парк, даже для собак здесь есть кормушка, туалет. Два в одном. Кстати, вот это здание в прошлый раз меня очень впечатлило, из-за того, что здесь куча медведей на нем. Очень непонятно, что хотел задумать тот, кто этих медведей вешал сюда. Но это весьма необычно. Вот с какого ракурса, наверное, будет лучше всех видно этих медведей. Наверное, какая-то задумка все-таки есть в этом. Так, дошли мы до телеферик, то есть до канатной дороги. Сейчас посмотрим Кисун. Сейчас посмотрим, что у нас с пацаном.
Слушай, How much? how much? 240. Угу. 240 лир. Окей. Здесь есть обычный проход и быстрый, то есть с дополнительной платой. Но скорее всего что-то у них не работает, и все это дело стоит без чека, как я понял, 240 лир. Ну, судя по этому мужику, который стоял. Ну, в принципе, 240 лир. Ну, приемлемо. Честно говоря, не помню, за сколько мы ездили весной. Но, наверное, в районе этой же суммы. Может быть, 240 или 200. Вот эта улочка чем-то напоминает даже Европу. Наверняка многие здесь уже были. Очень такая уютненькая. Так, собственно, мы уже приблизились, ради чего мы здесь вообще находимся в Алании. Это прогулка такая на корабле. Вот такие тут корабли. Как по мне, так немножко это все такое странное. Ужас какой-то. Напишите в комментариях, как вам. Кстати, по поводу вот этой площади, или что это, улица, довольно-таки такая атмосферная, красивая, обустроенная. Приятно гулять, приятно находиться. Там различные кафешки. Крепость, опять же. Где-то здесь затерялась надпись Алания. Кстати, вон она, да. Опять медведи. Такое ощущение, что это тот владелец того здания с медведями. Какой-то маньяк медвежий получается. Так, вот он наш красавчик. Сколько здесь? 4 палубы получается. Очень большой корабль. Ну и посмотрим сейчас, что там у нас внутри. Итак, мы с вами находимся на основной палубе, первый этаж, можно сказать. Он со всех сторон огорожен, то есть если какая-то будет непогода, здесь можно вполне укрыться в ненастье. Вот. Ну и также здесь подавали еду, которая входит по плану в оплату этого корабля. Ну и мы с вами двигаемся на следующий этаж, на следующую палубу, и видим вот такой достаточно большой танцпол. По краям мы наблюдаем, здесь есть удобные столики, где можно после бурных танцев присесть, отдохнуть, выпить какой-нибудь коктейль, возможно, ну и даже перекусить. Далее мы переходим на третий этаж по таким достаточно высоким ступенькам. Здесь такая зона со столами. В общем-то, каждая палуба, она очень похожа на все предыдущие. Вот. Здесь есть такие по бокам сиденья с матами, которые местами были немножко грязные, ну и, соответственно, тоже выцвевшие. Такое ощущение, что этот корабль рассчитан на достаточно большое количество людей, возможно, даже под 1000, примерно так, мне кажется. Мы переходим к носовой части. Как раз вот она. Есть такой мостик, где можно пофотографироваться, посмотреть вокруг. И посмотрите, какие красивые горы. Даже в такую облачную погоду. Это под диджея. Вот отсюда очень хорошо видно танцпол. К сожалению, не могу вам включить музыку, которая у нас была, потому что
сожалению, она все связана с авторскими правами. Здесь зона со столиками. В принципе, здесь особо-то никто и не сидел. Ну и кормовая часть. Как видим, люди еще заходят на корабль. Поэтому в целом мы зря торопились. Можно было спокойно дойти пешочком. И переходим к следующему этажу, следующей палубе. Это палуба с лежаками. Ну, как мы видим, что здесь есть столики. Конечно же, в этот день никто ими не пользовался, потому что, ну, как вы уже поняли, погода была так себе. Ну и в целом это мероприятие не предусматривало того, что кто-то будет лежать, загорать возможно. Основная часть это была танцы. Общение, танцы. Ну, такая вот развлекательная программа. Переходим к следующей палубе. Забираюсь вот такой крутой лестнице. И она достаточно такая узкая, эта зона. С такими вот мешковидными сиденьями. Дальше мы отплываем от порта в море. Далеко в море мы не заходили. В основном у берега Лани. Мне хочется оставить вас без комментариев, чтобы вы насладились этой красотой. Тем временем вечерело, и я решил взять с собой ракию на груши. Очень вкусная, поскольку алкоголь на этом корабле стоил достаточно больших денег, я предусмотрел и взял с собой небольшое количество ракии. Очень вкусно. Эта ракия сделана своими руками одного частного производителя в Черногории. Ну и, конечно же, надо закусить вафелькой. Да, и бутылка, кстати, тоже из Черногории. Спасибо, спасибо. Сегодня медведи преследуют меня. Marina, 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 contigo me llevo casa Marina.
что по моей морде лица, наверное, понятно, что что-то пошло уже не так. Находимся мы на полупустом вокзале. К сожалению, все автобусы переполнены, и какие-то автобусы уже уехали, потому что неизвестно было, во сколько мы должны освободиться, и поэтому мы заранее не купили билеты. Пришли на вокзал, уже все распродано, и пришлось купить на ближайший, это на 2 часа. То есть, получается, надо сидеть где-то по итогу около 2,5 часов. Вот. Я, конечно, подустал, честно говоря, немножко уже от этих всех движух. Вот, ну, ничего не поделать, придется ждать. Пока пришлось ждать автобус. Даже ничего не видно, но на море сейчас очень большие волны. Время 6. И только сейчас приехали в Салоний, потому что это кошмар какой-то. Только в 3:30 удалось поехать на автобусе, хоть на каком-то. И еще неизвестно, что с моими деньгами будет за непонятный автобус, на который купил билеты. Короче, ребята, будьте внимательны и аккуратны. А лучше заранее все продумывайте и покупайте. Это ужас какой-то. Зато в 6 часов начинает ходить трамвай, автобусы и все остальное. Это какой-то плюс. Но надеюсь, мне вернут деньги. Потому что они, с одной стороны, не такие уж и маленькие. Все, сейчас бегу на трамвай, на автобус, чуть посплю. И сразу бой.